Адриан Невилл на самом деле рисует обнаженную бабу просто потому, что нравится смотреть на голых баб, а не для картины. Ими только прикрываются. Я вот слышал такую фразу, Адриан, что дурак не может прикрыться, показаться умным, потому что он им никогда не был. А умный может прикрыться и показаться дураком, потому что он был умным. Но на набросках приглашаются часто и голые мужики. Адриан Невилл. Как вы думаете, для чего? Для того, чтобы прикрыться? Все ходят смотреть, что ли, на голых мужиков? А Микеланджело тоже, наверное, прикрывался. Чем он прикрывался, я не знаю. Когда Давида, значит, колотил из мрамора. Или там вообще тысячи скульптур. Например, животные не могут оценить. У них нет такого органа, свою собственную красоту. А человек может, например, оценить красоту животного, поэтому заводит собак, кошек, крокодилов. Человек может оценить собственное величие в природе. Ничего красивее человека в природе, как считают люди, нет. Кто-то поспорит, но ведь животные не смогли создать компьютер, благодаря которому мы общаемся. А у человека настолько все мудро закручено, что он может даже вот слова набивать на этом компьютере и писать комментарии. Но слова бывают разные. Словом можно привести человека на ковер к начальству, то есть одухотворить его. А иным словом можно и обнаженную бабу, убить, что называется. То есть перечеркнуть начисто величие языка и собственное величие, свести его просто ниже плинтуса. Художник работает все-таки для того, чтобы показать миру, что человек разумное существо, очень красивое, самое красивое на земле. И оно рождено для счастья, а не для того, чтобы убивать друг друга. На эту же тему Орлов Д. пишет, что согласен с вами. Работа с обнаженной моделью как полет души, когда через образ тела идет цвет и тон, когда художник пишет эмоции. А кому нужно точное копирование, берите фотоаппарат, если так важны мелочи. Абсолютно с вами согласен, Орлов Д. По-моему, живопись несравнима ни с чем. Скульптура тоже. Да? Вообще искусство может затронуть такие струны, тонкое звучание в каждом из нас, что мы можем измениться. Мы можем узнать, для чего мы вообще рождены. Другой задачи у искусства, мне кажется, нет. Художник, который пишет, это момент, когда он работает, соединение с чем-то высшим. Потому что через него хлещет такой поток любви, что выдержать невозможно. Сердце, грудь разрывается к чертовой матери от какого-то восторга, который человек-художник переживает, когда пишет. Это глубже, чем эмоции. Эмоции из этого произрастают. Это какой-то, лавина такая, источник этих эмоций, источник переживаний. Я очень люблю писать обнаженную модель, наброски очень люблю. Кстати, в Ялте будет собрание художников на наброски. Присоединяйтесь, пожалуйста, напишите мне, кто готов поехать. И я организатору сообщу, там немного народа может поместиться. Если кто-то недалеко и готов в воскресенье 26-го приехать днем порисовать, напишите мне. А 1 числа, 1 июля, начинается семинар 5-дневный по живописи в Гурзуфе. Еще есть возможность на него попасть. Можно на 1, на 2 дня, на 3, сколько хотите. Приезжайте, записывайтесь. Почему я люблю писать обнаженные модели на набросках особенно? Потому что вот это короткое время, 10-15 минут, в которое
ты находишь какие-то новые решения, новые звучания, новые ходы творческие, живописные, когда краска течет каким-то странным, неожиданным образом. В общем, это работа с наслаждением от неожиданности решений, которые происходят прямо вот в этот момент. Из-за каких-то подтеков, каких-то новых цветов. И модель в этом смысле является чем-то таким уникальной красотой, благодаря которой смотришь на это, на пластику, на освещение, которое передает формы. И из этого сочиняется нечто вообще, знак, иероглиф в виде живописи. Это не буква, это человеческое тело как знак красоты и величия. И каждый этот знак, каждый набросок, каждый рисунок уникален. Такого нет. Повторить невозможно. Это как разговор, вот, кстати, с вами или с кем угодно, с собеседником. Повторить невозможно, потому что возникают новые какие-то ветки. Мы, в общем, веточники. Алексей, очень красивые акварели у вас. Спасибо. Что самое важное в акварели? Рисунок. В каждой живописи самый важный рисунок. Ваши любимые аквалеристы. Ну, Сбуквич, пожалуй, наверное, Альварос Кастанет. И, ну, еще ряд вот такого уровня мировых известных художников, мастера. Ну, я совсем не очень-то и акварелист, потому что для меня это, может быть, даже новый материал, потому что все время работаю с маслом, и возможности масла для меня более интересны. Но в акварели я чувствую себя как новичком, но мне очень интересно находить решения. Очень интересно сочинять композиции акварелью. Ну вот, попишу здесь в Гурзуфе пока, и акварелью тоже. Какие акварельные краски и бумагу используете? Мастер-класс, или как он называется, Невская палитра, акварельные краски. Я выдавил, тюбики накупил, и выдавил краски, которые мне нужны, в специальный такой лоточек, который закрывающийся у них продается, ну, в магазинах художественных. Почему многие акварелисты не умеют вовремя остановиться? Бумагу какую использовать? Ну вот мне просто подарил Валера, мой друг, DMD Paper. Это я был в Риге, он мне подарил акварелист. Очень хорошая бумага, волшебная, ну, небольшая совсем. Так сейчас столько бумаги хорошей всегда было, наверное, и есть последние, там, не знаю, 10-20 лет. Так что в этом смысле покупайте хорошую бумагу, от этого зависит качество работы. Но для набросков я использую дешевую бумагу, и тоже хорошо. Ну, чем лучше бумага, тем работать приятнее, вы почувствуете. Почему многие акварелисты не умеют вовремя остановиться и начинают портить свои картины, сами того не замечая? Ну, как в жизни. Вот люди, например, Я помню, я уехал по делам в Москве, да, ну, пробки, представляете? То есть меня не было 3-4 часа. А моя знакомая девушка, она начинала говорить по телефону с одной женщиной. И меня 4 часа не было, я вернулся, и она продолжала говорить. То есть, ну вот люди говорят, вот почему они не могут остановиться? Значит, это им нужно. Кому-то минутный разговор в тягость, кому-то 4-часовой разговор в милость. Люди разные. В живописи я чувствую ценность, когда художник умеет остановиться рано. Когда он не досушил, не доугробил окончательно свою работу, тем более в акварели. Это ценность мазка каждого настолько важна, что его нельзя перекрывать еще раз. Ну, максимум где-то тронуть еще. Тогда этот мазок живет. Как только ты его перекрываешь, получается нижний слой с верхним, и все, уже цвет пропадает. Пропадает изящество этого мазка. И мазок в этом смысле мазку рознь, как один гинеколог сказал. Как гинеколог художнику тебе говорит, скажу, курит там 2 человека. Мазок мазку рознь. Поэтому
нужно точно попадать в тон и в цвет. Ну хорошо, можно салфеткой, тряпочкой промокнуть, если цветом ошибся, но ты уже заливку-то сделал, значит, надо еще повторить, уточнить цвет. Но в тоне желательно прийти к тому, что ты с первого раза, ты видишь, ты опытен настолько, может быть, нескольколетней практикой, укрывистыми красками, работая, да, настолько, что ты видишь, как тебе сочинить из этих пятен композицию, и ты точно попадаешь в тон. Кто это делает, кто умеет рисовать и кто попадает в тон, ну и в цвет, конечно, те мастера. Начинают портить свои картины, сами того не замечая. Да, именно так все и происходит. Вы планируете создать урок акварельной живописи. Ну вот, если появился запрос, и если вам нравятся мои акварельные какие-то находки, потуги, я совсем не чувствую себя акварелистом. Ну, наверное, если запрос будет, я с удовольствием проведу. Методы одни и те же. Не важно, чем писать, важно как. Но поскольку метод уже вот десятилетней практики преподавания, да, проведения мастер-классов работает, то почему бы и не провести акварельный мастер-класс? Спасибо вам за намек. Намек услышал. По крайней мере, классы, которые я провожу, они же и для акварелистов тоже, и приезжают ко мне на классы акварелисты. Так что приезжайте, и проведу класс. Кстати, очень интересно провести класс по обнаженке акварелью. Вот это да. По рисунку идет акция 20% скидка на 3 рисовальных урока в моей школе по обнаженке. Это важно, потому что, научившись рисовать тело человека, ну, мы сможем все что угодно. Любой домик-то уж мы нарисуем в пространстве. Так что именно поэтому в академии рисуют обнаженку, чтобы человек, это самая сложная форма в пространстве, на Земле, научившись ее рисовать, мы, конечно, приобретаем навык рисовать все что угодно.